Сегодня у нас интересная тема. Лимитный покупатель, лимитный продавец. В чем же, собственно говоря, почему она интересная? Вы очень часто слышали информацию про крупного игрока, что он кукловодит рынком, что он разводит на стопы, что он разворачивает рынок и так далее. По сути дела, крупный игрок и есть тот самый лимитный покупатель и продавец. Так сказать, одно из проявлений крупного игрока – это большая лимитная позиция. И если мы говорим в целом про наличие крупных денег в рынке, то происходит следующим образом. Предположим, у нас растет рынок, и он доходит до определенной точки, и вот здесь, допустим, появляется мощный лимитный продавец. Когда появляется лимитный продавец, он выставляет свою большую заявку, в нашем случае на продажу, и поскольку эта заявка лимитными ордерами, а мы знаем, что лимитные ордера являются своего рода как некой стеной на рынке, и пока рынок не съест все лимитные ордера, он не пойдет дальше. Вот у меня здесь под руку попалась какая-то бумага, Google, по-моему, да, чтобы цена опустилась до отметки 95.80, все вот эти лимитные ордера, в нашем случае в стакане они находятся, должны быть выкуплены. То есть на рынке должен появиться мощный продавец, в нашем случае, либо продавцы, которые выкупят все эти лимитные ордера на покупку. А теперь представим, что у нас на рынке есть мощный какой-то покупатель или продавец, который выставил большую крупную заявку вот здесь. И, естественно, цена у нас в нашем случае будет где-то вот здесь вот биться до тех пор, пока эта заявка не будет полностью поглощена. Либо рынок может ее вообще в принципе не поглотить, а после этого развернуться. Поэтому если в рынке у нас появляется в нашем случае лимитный продавец с большой какой-то заявкой, естественно, что будет делать рынок? Рынок начнет возле нее топтаться. Это в случае, если у нас достаточное количество, в нашем случае, покупателей. То есть покупатели покупают прямо по верхушкам, но вот эти лимиты не позволяют пойти дальше наверх. А теперь предположим, что рынок находится в перегретом состоянии. Например, рынок просто так находится, слишком высоко. Или, допустим, до этого выходили какие-то новости, например, рынок перекупили, и инвесторы оценивают, например, этот рынок сейчас слишком перегретым, слишком дорогим летом, либо вышли какие-то негативные новости. Что будет происходить с ценой? Поскольку в рынке будет недостаточно покупателей, цена начнет потихонечку разворачиваться в обратную сторону. Что будет происходить после этого? Конечно, все это время, пока здесь заходили в рынок покупатели и покупали прямо по верхушкам, никто не хочет находиться в убытках. Когда рынок идет против них, их, по сути дела, засаживают. Они находятся в зависших позициях. У них растет на счете убыток. Что конкретно вы будете делать в этой ситуации? Вот давайте абстрагируемся, что там будут делать хомяки, крупный игрок, не крупный. Вы, что конкретно вы лично будете здесь делать? Я лично, когда посмотрю на рынок и пойму, что я купил слишком высоко, я буду выходить из этой позиции. Потому что я понимаю, что сейчас рынок может свалиться вниз и уйти в коррекцию. Мой план на то, что рынок дальше пойдет и сожрет этого лимитного продавца, провалился. Я буду выходить из своей позиции. Я могу выходить с помощью стоп-ордера. Я могу выходить просто ручками. И рынок у нас разворачивается как раз-таки на вот таких людях, как я, которые здесь начинают активно продавать и выходить из своих крупных покупок, либо мелких покупок. Что будет происходить дальше? Дальше этот лимитный продавец, если он здесь находится, он может также помочь цене не подняться выше. Как мы знаем, когда цена опускается вниз, если у нас здесь до этого был бычий рынок, это привлекает к себе покупателей. Покупатели видели, до этого хочешь зарабатывать, нужно покупать. Естественно, снижение цен воспринимается ими как распродажа, и они начинают усиленно заходить в эти покупки. Что может здесь сделать лимитный продавец? Он просто-напросто смещает свои лимиты чуть-чуть пониже. И теперь его позиция лимитная находится вот здесь. В итоге здесь происходит переходный момент. Здесь уже начинает, помимо вот этих вот панических распродаж людей, которые соображают, что они делают, и соображают, что они купили по верхушкам, теперь уже здесь подключаются все. Они уже видят, что покупатели не готовы покупать по высоким ценам. Плюс здесь появляется этот мощный продавец. И сразу после этого распродажи усиливаются, вследствие чего цена у нас двигается еще дальше вниз.
Так будет продолжаться до тех пор, пока все, кто хотел продать, не продадут, и шортисты в том числе не зайдут в эту позицию. Я вам сейчас рассказал механику загрузки крупных денег, то есть загрузки крупного, в нашем случае продавца, ну либо покупателя, если пример зеркальный. И есть определенный набор специфических признаков, с помощью которых мы сможем это отслеживать. Но давайте мы с вами, перед тем, как перейдем к этим специфическим признакам, подумаем, а что будет, если все-таки эти лимитные заявки, да, этот объем будет поглощен? Ну, на рынке, понятное дело, не существует всесильного, иначе бы мы не видели какие-то крупные дома, которые там инвестиционные, которые банкротились и так далее. Понятное дело, что рано или поздно, если, например, крупный участник рынка просчитался, либо у него недостаточно денег, рынок может пойти против него. Не стоит думать, что это какой-то всесильный игрок, который может сделать все на свете. Естественно, это не так. Давайте мы предположим, а что же может произойти? А здесь на самом деле все очень просто. Здесь будет происходить точно так же, как происходило бы, если бы вы заходили в позицию. Итак, у нас есть рынок подходит к этой области, здесь появляются большие мощные продажи, после чего у нас рынок начинает уходить в коррекцию, на которой появляются новые покупатели. И предположим, этих новых покупателей было достаточно. Или, например, давайте для простоты понимания предположим, что здесь вышли какие-нибудь крупные новости, позитивные новости для этого инструмента. И в итоге рынок у нас начинает идти против этого участника рынка, были поглощены все его объемы. Что будет происходить сразу после этого? Понятное дело, что какую-то часть позиции он будет распродавать. То есть он захочет зафиксировать какой-то свой убыток. Поначалу, конечно, он может, например, здесь усредниться, да, или как-то подлить масло в огонь. Например, здесь поставить какую-то заявку и усреднить свою среднюю входа. Если у вас на счете будет, хотя бы 1,5 миллиона, и вы попытаетесь им зайти в акцию, вы будете делать точно так же. То есть ты выставляешь крупную заявку, рынок ее поглощает, рынок идет дальше против тебя, ты видишь позицию, ты еще раз заходишь. Для чего? Для того, чтобы у тебя средняя входа была чуть-чуть повыше. Так торгуют в основном большинство участников рынка. Никто не заходит в один присест. То есть объем основной, вот эти 1,5 миллиона, допустим, в нашем случае, он дробится. То есть у тебя большая позиция в начале, потом ты еще добавляешь, еще добавляешь, еще добавляешь. Но мы теперь предположим, что, например, вся позиция, которую, в общем-то, хотел реализовать этот участник рынка, она реализована. Что будет происходить после этого? У нас случается откат примерно в эту область, где были его первоначальные позиции. Здесь находятся новые покупатели, которые воспринимают этот откат как возможность для покупки. У нас начинается новый рывок. И здесь, что характерно, этот рывок происходит очень мощный. Почему? Потому что ему же нужно закрыть свою позицию. Он же начинает выходить из этой убыточной позиции. И чтобы выйти ему из своей продажи, ему нужно купить. Покупает он, неважно как он это делает, лимитным ордером или агрессивным, например, ордером, да, рыночным. Это создает неминуемо движение. Рынок начинает снова вырастать, вследствие чего у нас и происходит резкий, мощный импульс, который еще именуется кульминация. Почему кульминация? Потому что вот эти объемы, они реализуются. Это не означает, что каждая кульминация – это проявление крупных денег, лимитного покупателя-продавца, который завис с позиции, который терпит фиаско. Но это означает, что иногда в таких ситуациях, когда вы видите кульминацию, этот крупный игрок может находиться. И что нам это в конечном итоге дает? Если мы видим, что рынок у нас резко начинает вырастать, если мы видим проявление, как трейдеры называются, пушка, ракета, да, рынок у нас начинает резко улетать, это не означает, что нам нужно заходить в покупку. Напротив, мы понимаем, что сейчас кто-то терпит фиаско. И сейчас, естественно, цену загнут слишком наверх. Что в свою очередь здесь будет происходить? Участники рынка, которые ссались вот здесь купить, что они будут делать? Они тоже будут заходить в покупку, тем самым подливая масло в огонь. Естественно, рано или поздно все, кто хотел купить, они купят. Из-за того, что цена резко взлетела наверх, она стоит, бумага или криптовалюта, например, стоимость этой бумаги или криптовалюты находится неоправданно дорого. Цена становится очень дорогой. И здесь участники рынка начинают говорить, сейчас слишком дорого. С чем бы это сравнить? Помните историю с медицинскими масками?
когда только-только началась вот эта вот история, не будем говорить слово, чтобы не получить бан от Ютуба, ну, вот эта вот история с масками и так далее. Что тогда происходило с ценой с масками? Вспомните? А я прекрасно это помню. Цена на маски как-то торговалась, и она начинает резко, ну не резко, а потихонечку расти. Только на информации, ну, на повышении, так сказать, спроса. Из-за того, что в Китае стало происходить, в других странах стало происходить. Естественно, спрос на эти маски, на эти изделия стали увеличиваться. В итоге цена потихонечку возрастала. Когда нам приперло, да, когда в нашей стране это появилось, что произошло с ценой? Произошел резкий взлет. И вы помните, как обычные какие-то маски продавали за 200 рублей, за 300 рублей, когда дезинфекторы продавали чуть ли там не за миллионы, произошел резкий, вот такой вот резкий лавинообразный штопор. И все это дошло до момента, когда обычные люди говорят: да я лучше без маски буду ходить, не куплю, не буду дезинфицировать, потому что он стоит слишком дорого. Но это неоправданно покупать обычную какую-то маску за 200, за 300 рублей. На акциях, на криптовалютах происходит то же самое. Рано или поздно цена становится такой высокой, что участники рынка говорят: ну слишком дорого. Это происходит с одной стороны, у нас падает спрос. Но что происходит с другой стороны? С другой стороны у нас появляется нереализованное предложение. Давайте мы предположим, что это все те же самые маски. Вспомните, что происходило. Сразу после того, как цена взлетела, я, наверное, от всех своих друзей, ну, у меня в основном богатые, в общем-то, друзья, предприниматели, слышал, что нужно открывать цех по производству этих масок. Это стоило на тот период цех, линия по производству 2,5-3 миллиона. И в итоге многие люди стали вот здесь, вот уже по верхушкам, открывать какие-то производственные цеха, шить сами эти маски. В акциях, в криптовалютах происходит то же самое. Когда цена становится неоправданно дорогой, с одной стороны у нас уменьшается спрос, с другой стороны у нас увеличивается предложение. Кто-то вот здесь покупал, кто-то вот здесь покупал. Они хотят зафиксировать прибыль. Они начинают продавать, вследствие чего цена у нас начинает разворачиваться в обратную сторону. Теперь, по сути дела, вы знаете, как работают рынки. Итак, давайте мы сейчас все повторим, прежде чем мы будем искать это на графиках. Первое. Лимитный покупатель-продавец создает преграду для движения рынка. То есть, если есть какой-то крупный объем, рынок не может сразу его пробить. Второе. Когда в рынке появляется лимитный игрок, в рынке может произойти разворот. Иногда это происходит локально. Когда его позиции, например, недостаточно для того, чтобы в целом всю цену сдержать, но все равно цена будет как-то реагировать на его большие объемы. И, к слову сказать, те, кто занимается, например, скальпингом, они так и торгуют. Они увидели какой-то большой объем и стараются быстренько взять вот эти вот небольшие движения. Если есть крупная заявка, цена хоть чуть-чуть, но вниз она сходит. Третье. Рынок не сможет пройти дальше, пока не разберет лимиты крупного участника. Четвертое. Если рынок все-таки разберет лимиты крупного участника, есть вероятность, что он начнет выходить агрессивными ордерами, что у нас произойдет резкое большое движение. Хорошо, это все, конечно, общие слова. Как мы можем найти лимитного игрока? На самом деле существует 4 варианта, как мы можем это увидеть. Первое – это поджатие. Поджатие представляет из себя закономерность, когда вы видите, что рынок у вас, в моем случае, растет, он подходит к какой-то отметке, и здесь он начинает поджиматься. То есть появляется своего рода как некий треугольник. Либо просто рынок вот как будто бы поджимается к этой цене. Может уйти назад, но потом он все-таки быстро вернется наверх и начнет вот здесь вот больше топтаться. Обычно это указывает на то, что здесь находится мощный продавец. Но это с одной стороны здесь мощный продавец. Но почему же тогда рынок поджимается? Почему же он не летает в обратную сторону? Да потому что с огромной вероятностью здесь находится такой же мощный покупатель. И они между собой соревнуются. А мы вот как зрители, как мелкий планктон, просто на это смотрим и подчас даже охреневаем. Если, конечно, заранее мы не можем сказать, кто из них победит. Если все-таки у покупателя будет достаточно объемов, естественно, рынок пойдет дальше наверх, и вот здесь реализуется сценарий с кульминацией. Но если у него недостаточно будет объемов, здесь произойдет то же самое, только в обратную сторону. И это на самом деле просто идеальная штука. Вот если вы видите поджатие, нужно просто дождаться, чем оно закончится. Потому что когда оно закончится, неважно в какую сторону, после этого будет хорошее движение, на котором вы очень много сможете заработать. Следующая формация называется свечи торможения.
Когда есть крупный лимитный участник, он может выставлять свою лимитную позицию не сразу, он может выставлять свою лимитную позицию потихонечку. Ну, например, часть сейчас продал, часть потом продал, еще продал, еще продал. На графике вы будете видеть свечи торможения. Вы будете видеть свечи с небольшими телами и с хвостом по движению. Ну, то есть у нас рынок был бычий, и хвост, соответственно, у нас наверх. После этого идеально увидеть, чтобы было движение в обратную сторону. Пусть оно будет маленькое, но оно должно быть. Это все указывает на то, что кто-то здесь выставляет большую лимитную заявку. Рынок подходит, об нее бац, падает вниз. Здесь важно следить за реализацией, поскольку обычно свечи торможения заканчиваются полноценным разворотом. То есть у нас раз свеча торможения, два свеча торможения, три свеча торможения. И после этого будет разворот. Но в чем здесь есть минус? Невозможно сказать, когда это произойдет. То есть тайминг, когда конкретно это произойдет, невозможно сказать. Но то, что это будет, это не гарантия, но с огромной вероятностью это будет происходить. Видите свечи, это означает, что нужно следить за рынком и как можно больше следить за рынком. Важно, еще раз подчеркну, важным условием является откат в обратную сторону, пусть и маленький. Свеча торможения – откат, свеча торможения – откат. Все это показатель того, что здесь находится мощный капитал, он сейчас заходит в нашем случае в продажу. Мне нужно следить за рынком, поскольку с огромной вероятностью рынок у нас развернется в обратную сторону. В особенности, если это происходит тогда, когда у вас уже рынок и так, ну, например, у нас рос рынок, рос, сильно рос, и здесь появляются свечи торможения. То есть у вас с одной стороны рынок уже перенасыщен покупателями, а с другой стороны у вас есть крупный продавец, который потихонечку заходит в продажу. Следующий признак – это стена. Рынок подходит к какой-то области, резко падает вниз. Подходит вновь к этой области, резко падает вниз. Обычно это говорит о проявлении здесь мощного продавца. И чаще всего этот продавец, лимитный продавец, он выигрывает. Почему здесь цена резко падает вниз? Потому что здесь нет хороших покупателей. И рынок, видимо, либо перенасыщен этими покупателями, то есть все, кто хотел купить, они уже находятся в покупках. Либо это инструмент сам по себе такой, в котором нет ничего позитивного, никто не хочет здесь покупать. Ну, дорого, например. Ну, ситуации разные могут быть. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь есть мощный продавец. И он явно лидирует. Естественно, здесь с огромной вероятностью рынок будет дальше двигаться вниз. Идеально здесь заходить на каких-то коленах. То есть, когда рынок у вас делает вот такую структуру, да, и формируется колено, вы где-то здесь на колени заходите. Стоп-приказ выставляете за колено, Take Profit смотрите вот здесь. У меня, ну, по правде сказать, из 10, ну, наверное, 2-3 сделки вот такие будут. Ну, процентов 20 сделок вот именно по такому алгоритму. Идеально сейчас работает, в особенности на крипте. На моем канале есть плейлист с моими сделками. Пожалуйста, посмотрите, если мне не верите. И следующее – это нитка. Рынок двигается, доходит до какой-то точки, и появляется нитка. Если в поджатии мы допускали какое-то движение, например, в обратную сторону и потом возврат, то в нитке у нас рынок просто замирает. Такое чувство, что здесь пропала торговая активность, как будто бы никто не торгует данный инструмент. Иногда такое происходит, иногда действительно нитка формирована именно отсутствием торговой активности. Но иногда это проявление лимитного игрока. Скажем так, если вы открываете инструмент и понимаете, что у вас обычный торговый день, что здесь у вас, в общем-то, все обычно, казалось бы, должны быть какие-то торги, рынок должен был как-то, конечно, расти, падать или что-то должно происходить, а тут у вас появляется нитка. У вас рынок замер. Ничего не происходит. Это, конечно, подозрительно. И, естественно, это может быть проявлением лимитного игрока, который здесь поставил большую позицию, с одной стороны, а с другой стороны здесь хоть и покупают люди по самым верхушкам, но их недостаточно, чтобы, соответственно, его сожрать. И в итоге рынок топчется возле его лимитной позиции, пока она полностью не пропадет. Есть еще алгоритмы по созданию боковиков, но про них, наверное, поговорим в следующий раз. Еще раз повторим. Первый признак – это поджатие. Если рынок поджимается к какой-то точке, с огромной вероятностью там находится лимитный покупатель либо продавец. Второе – это свечи торможения.
В особенности, если рынок перенасыщен покупателями, например, видите свечи торможения, это очень хорошо. Третье, это стена. Рынок подходит к какой-то точке, резко валится вниз. Еще раз подходит, резко. Представьте вот обычный мяч, и как будто бы вы кидаете об стену. Вот то же самое. Четвертое, это нитка. Давайте мы будем все это немножко подторговывать. Я сейчас покажу вам эти принципы на истории. Но не стоит думать, что я это, знаете, говорю вам от фонаря и сам это не торгую. Если вас интересует мой торговый отчет, то есть сколько я заработал за несколько лет, также если вас интересуют мои сделки на реальном счете, то, пожалуйста, вот сверху появится ссылка, перейдите, вы увидите плейлист с моими реальными сделками и также с моим торговым отчетом, чтобы у вас была уверенность, что я это говорю не от фонаря и не просто говорю, что вот здесь был крупный игрок, что это все отторговывается на реальные деньги мной лично. Но чтобы нам было попроще, чтобы вам показывать хорошие примеры, чтобы вы это поняли, мне нужно это сделать на истории. Вот один из примеров свечей отказа. Я показываю вам на примере криптовалюты с таймфреймом 1 час. Но это может быть на любом таймвременном интервале. То есть это может быть и на 2 часах, и на 3, и на 5 минутах. И понятное дело, что чем выше таймфрейм, тем чаще и тем больше это будет работать. Вот пример свечей отказа. Обращаем внимание, у нас появляется свеча отказа. После этого рынок разворачивается. Хоть немножко, но он разворачивается. Свеча отказа, разворот. Свеча отказа, разворот. Что нам в контексте это дает? Нам это дает в контексте, если мы видим эту ситуацию, нам не нужно искать какую-то там серьезную продажу. Мы понимаем, что в ближайшее время рынок где-то остановится. И вот здесь и произошла остановка. Здесь мы видим, появилась опять-таки та же самая крупная позиция. И вот здесь стало реализовываться поджатие. Мы видим, как рынок поджимается к этому мощному крупному покупателю. Улетает от него, снова сюда приходит, снова начинает поджиматься. Но, как я раньше говорил, поджатие указывает как на мощного покупателя, так и на мощного продавца. Но мы никогда не можем сказать, кто здесь все-таки победит в итоге. Здесь в данном случае победил покупатель. Как мы можем это все отторговывать? Если мы увидели определенное поджатие, нам важно следить за тем, куда рынок дальше пойдет. Если он у нас пойдет наверх, мы ждем первого отката примерно в эту область и заходим здесь на покупку. Стоп-приказ желательно поставить за поджатие, это самое идеальное было бы. Но если поджатие слишком большое, вы не попадаете в соотношение риска к прибыли, потенциальной прибыли, тогда, пожалуйста, либо оставьте за вот это колено, грубо говоря, да, либо где-то здесь посерединке. Но лучше, конечно, за это поджатие. Здесь заходите в покупку, и ваша ближайшая цель – это середина вот этого большого падения, в моем случае, либо начало этого падения, но не выше него, то есть плюс-минус в этом диапазоне. Я вот так говорю, да, что либо здесь, потому что здесь, конечно, важен контекст, какое было конкретное падение, что это за инструмент. Но общий принцип, вот он именно в этом. То есть, что нам не нужно ждать, что рынок прям сделает несколько иксов и так далее. Но, тем не менее, у нас будет определенное движение. Что здесь и стало происходить? Где бы вы здесь могли входить? Вот у вас поджатие, вот у вас диапазон этого поджатия, вот у вас происходит откат. Вот у вас происходит откат, здесь могли бы зайти, здесь могли бы зайти. Стоп-приказ выставляем за поджатие, либо выставляем, соответственно, сюда. Ну и take profit, вот у нас здесь take profit, начало этого падения, либо середина, либо вот здесь у нас take profit. Ну да, плюс-минус, как раз таки где здесь и была заминка. Вот он, пример стены. И как вы помните, я уже говорил о том, что моя любимая торговля, это именно пример стены. То есть, когда рынок раз упал, второй раз упал, и обычно мы видим, да, что рынок раз подошел, упал, второй раз подошел, упал. Вот это тоже пример стены. То есть вполне вероятно, я предполагаю, что здесь тоже могли находиться лимиты и, соответственно, того же самого продавца. Просто, возможно, по каким-то причинам они были немножко смещены вниз. Опять-таки, это, конечно, желательно смотреть в моменте. Важно уловить, что когда мы имеем вот такую стену, мы отмечаем для себя вот небольшой диапазон, место, где рынок тоже может потенциально пойти в обратную сторону. Где здесь заходить в нашем случае в продажу? Очень просто на самом деле. У нас есть определенная стена, то есть мы поняли, что рынок у нас раз улетел, и мы ожидаем, что рынок вновь здесь делает движение вниз, но сразу мы здесь не заходим, то есть мы не выставляем здесь отложенный ордер на продажу.
Мы не стараемся зайти пораньше. Мы понимаем, что здесь стена, просто ждем первого отката и на колени вот здесь точно так же заходим в продажу. Стоп-приказ выставляем за это колено, либо за эту стену. Опять-таки, что это за стена? Просто обычно, как вот в нашем случае на примере с криптовалютой, здесь может появиться вот такая шпилька, вас выбьет по стоп-приказу, да? Смотрите просто по ситуации. Если вы понимаете, что на этом инструменте прям стены появляются железобетонные, просто посмотрите в истории, как вообще инструмент себя ведет. Тогда выставляйте, тогда, собственно говоря, ставьте заявку и делайте стоп-приказ четко за этой стеной. Если понимаете, что здесь вполне вероятно может вас выбить, тогда ставьте стоп чуть-чуть пониже с тем расчетом, чтобы если вас выбило, вы бы могли потом по деньгам еще раз перезайти. Но, пожалуйста, без глупостей. Не стоит вот такой вот, знаете, маленький стоп-приказ ставить. Его, конечно, естественно, исполнит. Здесь выставляем стоп-приказ. Take Profit у нас является основанием вот этого движения, то есть вот этой большой волны. Здесь мы можем поставить Take Profit. Смотрим, как это было, как это могло реализовываться. Вот у нас появилась стена. Предположим, это мы пропустили. Вот здесь мы заходим. Смотрим, что здесь у нас есть движение. Вот у нас пример колена. Где-то здесь можно было заходить со стоп-приказом, соответственно, примерно где-то вот сюда, и тейк-профитом примерно в этой области. Не дошли буквально несколько пунктов, но если бы вы следили бы глазами в этот момент, то руками бы вы вот здесь стали бы выходить 100%. Вот еще пример свечей торможения. Вот он. Посмотрите, какие свечки торможения. Свеча торможения, разворот, свеча торможения, разворот, свеча торможения, разворот, свеча торможения, тоже разворот. Здесь то же самое. И обратите внимание, какое по силе потом было большое движение. Это работает практически безотказно, даже вот в таких небольших масштабах. Свеча торможения, последующий разворот. Но имейте в виду, что общее настроение рынка очень сложно сломать. И когда здесь был, например, вот этот разворот, мы тоже имели свечи торможения. Но обратите внимание, если бы мы заходили здесь в продажу, мы бы потеряли деньги. Поэтому свечи торможения используйте только с последующим ретестом. То есть, когда у вас появляется колено, тогда вы можете где-то заходить, соответственно, в покупку, либо в продажу. Вообще, в целом, все эти варианты, они все упираются в колено. А вот пример нитки. Не знаю, когда вы смотрите это видео, но я у себя в Telegram-канале перед падением писал, что сейчас мы видим прям явно проявление крупного игрока, и мы вполне вероятно можем сейчас иметь довольно неплохой разворот. Здесь он и произошел. То есть те, кто читали мой телеграм-канал, они могли, в принципе, на этом заработать около 10%. Очень даже легко. И это пример нитки. Тоже штука безотказно, это не стоит говорить, но тем не менее. Мы видим, как, по сути дела, в обычных условиях рынок сжимается, вплоть до, знаете, до вот таких вот небольших штришков, да. Рынок идет, грубо говоря, ниткой. Опять же, заранее, куда это все расторгуется, сказать невозможно. Но если это все находится, например, на верхушке, как у нас, и вы видите, что у вас происходит последующее импульсное движение в обратную сторону, тогда, конечно, стоит искать сделку на продажу. Точно так же стоп-приказ выставляете за эту нитку, Take Profit служит основанием, собственно говоря, вот этого взлета. Еще раз скажу, что все эти принципы торгуются мной лично на реальные деньги. Ссылку на плейлист с своими сделками и торговым отчетом я вам оставлю. Но общий принцип, он именно в нахождении лимитного покупателя-продавца. Дальше мы просто смотрим, чем это закончится. И не важно, по сути дела, в какую сторону это закончится. Важно дождаться определенного отката. Увидели, что у вас, например, появляется там нитка, еще что-нибудь, ждете отката, на откате заходите и снимаете сливки. Что я еще порекомендую вам, так это пройти мое обучение. Сегодня мы говорили про лимитного покупателя-продавца. Тема достаточно насыщенная и достаточно интересная. Но эта тема, она одна из тем, которые, в принципе, можно осветить и которые, в принципе, способны вам дать деньги на сегодняшнее время. В целом, вот то, что я говорил про покупателя-продавца, лимитного покупателя-продавца, обычно никто толком не рассказывает на русском ютубе. То есть есть пара людей, которые что-то рассказывают, но обычно не рассказывают. Почему? Потому что они не разбираются в рынках, они не заработали на рынке ни копейки. Я разбираюсь в рынках, я заработал на рынке не одну квартиру, я заработал очень много. И у меня есть соответствующие доказательства этого. И все то, что мне позволяет зарабатывать, я рассказал в своем обучении.
Если вы будете четко следовать тем алгоритмам, тем способам торговли, которые я передал, вы тоже сможете так зарабатывать, потому что здесь реально нет ничего сложного. Понять сложно, но потом торговать очень просто. Поймете, будете торговать так же, как я торгую, так же, как наши студенты торгуют. Я тоже думаю, если у меня получилось, у них получилось, то и у вас 100% получится. Я сейчас не буду вам давить на, собственно говоря, страхи ваши и не буду говорить о том, что все пропало. Вот если не трейдинг, то только трейдинг вас спасет существующие условия. Вы и так все прекрасно понимаете, что если не трейдинг, то я не знаю, как вы будете зарабатывать. То есть у меня нет ответа на этот вопрос. Вы сюда за этим и пришли, чтобы банально поддерживать штаны, чтобы штаны у вас с голодухи, грубо говоря, не упали, и чтобы получить дополнительный источник заработка. Я знаю, как это делать. Поэтому переходите по ссылке в описании, приобретайте обучение, втягивайтесь в этот процесс, пока есть возможность. Не нужно тянуть, пока есть у вас возможность, пользуйтесь ей. Потом возможности может не быть. Сами понимаете, все очень динамично меняется, и не хочется даже заглядывать вперед на несколько лет. Пока есть возможность, пользуйтесь ей. Желаю вам удачи, зарабатывайте.